Здравствуйте, уважаемые зрители канала! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию новый выпуск на тему «Павел I родился красавцем. Что случилось с лицом императора?». Этот император в истории России останется одним из самых неоднозначных, ведь даже о его законорожденности идут споры до сих пор, так как точно неизвестно, чьим сыном был на самом деле долгожданный наследник. К тому же Павел I до сих пор представляется человеком неуравновешенным, в какой-то степени даже душевно больным. Причем эта линия прослеживается даже в официальных документах о его правлении. Говорили, что изначально сын Екатерины Великой был совершенно другим, а потом стал меняться, превратившись в ненормального человека и глупого государя. А ведь на самом деле такой образ сложился еще при жизни этого правителя благодаря проискам тех, против кого он вел неустанную борьбу. Именно они и придумали, что выставление Павла глупцом в глазах народа будет оправдывать дворцовый переворот. Якобы страна спаслась от дурака. Однако простой народ любил Павла Петровича, считая его справедливым и добрым, даже несмотря на его достаточно отталкивающий внешний вид. Ведь в детстве-то наследник был совсем не таким. Великокняжеская чета Петр Федорович и Екатерина Алексеевна в 1754 году стали родителями долгожданного первенца. Родился сын, наследник, названный Павлом. До того времени будущая императрица Екатерина целых 9 лет была бесплодной, но после появления в ее окружении красивого графа Сергея Салтыкова Екатерина родила. Потому многие сомневались, что настоящим отцом наследника был именно Петр, утверждая, что тому виной красавец Камергер. И эти слухи имели свою почву. У Екатерины до Сергея не было любовников. Салтыков стал первым в череде многочисленных фаворитов императрицы. Они познакомились, когда жене наследника было 23 года, а Сергею 30 лет. В своих записках Екатерина Алексеевна уже много лет спустя вспоминала, что Салтыков был прекрасен как день. И по рождению, и по многим другим качествам это был кавалер особенный. Я не поддавалась его обаянию всю весну и часть лета. Думала, что смогу управлять его умом и своей головой, но внезапно поняла, что и то, и другое очень сложно, почти невозможно. Запретный роман продлился почти 3 года, с 1752 по 1754 год. И за это время великая княгиня перенесла 2 выкидыша, а в 3-й раз разрешилась мальчиком. Про ее беременности Петр даже не знал. Современные исследователи провели генетические экспертизы. Выяснилось, что у потомков Павла происхождение немецкое. Например, Николай II был носителем гаплогруппы R1b, что не мудрено, ведь русская кровь у Романовых исчезла очень давно. Потому, казалось бы, отец цесаревича точно Петр III, сын германского герцога Карла Фридриха Гольштейн-Гатторпского. Но есть версия, что и у Салтыкова не все в роду были русскими. Род Салтыковых происходил из Великого Новгорода, однако предполагают, что основатель этой знатной фамилии, Михаил Прушанин, приехал в Новгород из Прусского королевства. Тем не менее, кто бы ни был родителем Павла, наследнику не везло уже с самого его рождения. Петр не хотел признавать ребенка и совсем не интересовался его судьбой. А Екатерина? Парадоксально, но лучшим подтверждением того, что Павел был законорожденным ребенком, было отношение к нему матери. Ведь взрослея, Павел все больше и больше стал напоминать Екатерине Петра III, которого она ненавидела. Чтобы наглядно это доказать, приведем в пример Алексея Бобринского, которого императрица родила от горячо любимого фаворита Григория Орлова. Она старалась как можно чаще навещать бастарда, обеспечила его финансовое благополучие. А когда Алексей поехал в Париж, то очень просила, чтобы друзья во Франции обязательно позаботились о нем и тщательно присматривали. Есть один исторический анекдот, который показывает, что спор о законности рождения Павла никогда не закрывался. И больше того, его же родственники и потомки тоже не знают правильного ответа. Вот этот анекдот. Когда Александр III узнал, что настоящий отец Павла – это Сергей Салтыков, он воскликнул: «Слава Богу, мы русские!» Но когда его заверили, что отцом все же был Петр III, Александр вскричал: «Слава Богу, мы законные!» Да, характер у Павла был взрывным и лихорадочным. Этому во многом способствовала напряженная обстановка в его семье, а затем отношения с матерью. Однако все же тут присутствовало отторжение от Павла из-за его не очень привлекательной внешности. Он сам шутил по поводу своего некрасивого лица, но все-таки стыдился себя, что не придавало царю уверенности в себе. Правда, старались не особо говорить про это, однако многие современники недоумевали, как у Екатерины II, которая сама была вполне привлекательной женщиной, родился такой безобразный сын.
Люди, окружавшие Павла, перешептывались, что самое некрасивое в нем – это нос. У Павла был коротковатый и слишком приплюснутый носик, никак не соответствующий образу грозного монарха. Нижняя губа государя выпирала вперед, а над ней нависала верхняя, потому рот был похож на утиный клюв. Считается, что глаза – это зеркала души. Но насчет очей Павла Петровича сложно сказать что-то определенное. Ведь одни очевидцы описывают глаза сына Екатерины прекрасными, выразительными, а в свидетельствах других, напротив, говорится, что у него был непропорционально маленький разрез глаз. Впечатление очень портил чрезмерно высокий лоб с залысинами, а цвет лица был бледно-желтым. Это делало внешность Павла еще более отталкивающей и ненормальной в глазах окружавших его людей. Царской стати и рыцарской выправки у российского императора и в помине не было. Павел Романов был сухопарым, невысоким и немного горбился. А вот на портретах получался совершенно другой человек. Лучший портрет Павла Петровича выполнен художником Владимиром Боровиковским. Там российский император статный и красивый, предстает с регалиями Мальтийского ордена, которому он, между прочим, принадлежал и на самом деле. Самому же Павлу нравился портрет, выполненный Степаном Щукиным, где государь позировал в форме офицера Преображенского полка. Все, кто смотрел на портрет, тоже видели приятного и сдержанного человека. Император очень хотел выглядеть так всегда, но у него, к сожалению, подобное преображение в реальности не получалось. Однако такая непривлекательная внешность у Павла была приобретенной. На свет он появился очень симпатичным. Некоторые очевидцы писали, что Екатерина родила исключительно красивого младенца. Это доказывают и дошедшие до нас детские портреты Павла. Там изображен весьма милый мальчик. В воспоминаниях Федора Гавриловича Головкина есть упоминание о внешности маленького Павла. Павел – безобразный император, родился красавцем. Те, кто видел в галерее графа Строганова портрет Павла, где он был в возрасте 7 лет, в парадном орденском костюме, а рядом с этим портретом изображение Александра I того же возраста и в том же наряде, спрашивали, отчего у графа Строганова две копии одного и того же портрета. Несмотря на то, что лицом Павел был некрасив, над чем сам посмеивался, он хорошо умел себя держать и не казался простым. Притом император был настолько сдержан, что как будто не умел удивляться. В официальном документе, врачебном освидетельствовании Павла Петровича за 1768 год, которое проводил английский врач Томас Димсдаль, содержатся очень лестные слова о внешности наследника российского престола. Средний рост, прекрасные черты лица и очень хорошее физическое развитие. Однако телосложение нежное, что происходит, скорее всего, от сильной любви и излишних попечений. Несмотря на это, очень ловок, силен и крепок, характер приветливый и веселый. Сам он очень рассудительный, в разговорах очень много остроумия. Прусский посланник Виктор Фридрих фон Сольмс в своей дипломатической депеше подтверждает слова английского врача о юном Павле Петровиче. Хотя он невысокого роста, но красив лицом, правильно сложен. Разговоры и манеры приятные, чрезвычайно учтивые. Он предупредителен и имеет веселый нрав. А еще под этой внешностью скрывается душа превосходнейшая, честная и возвышенная. И вместе с тем самая чистая и невинная. Эта душа знает зло только с его отталкивающей стороны. И вообще знает о дурном лишь насколько это нужно, чтобы самому избегать зло и не одобрять его в других людях. Одним словом, в похвалу великому князю можно сказать очень многое. Красота эта и внешняя, и внутренняя оставалась у Павла до 11-14 лет. Примерно в 1764 или 1765 году цесаревич серьезно заболел. Эта болезнь сопровождалась задержкой дыхания и судорогами. Ему удалось спасти жизнь, лишь только проделав операцию на горле. Из-за этой операции, да и из-за самой болезни пострадали лицевые нервы. Потому внешний вид Павла стал изменяться, лицо постепенно становилось перекошенным, потому некрасивым. Как следствие, произошли изменения и в характере. Дарья Христофоровна Ливен, в юности состоявшей фрейлиной при дворе императрицы Марии Федоровны, в своих записках описала Павла в 17-летнем возрасте. Он был мало ростом, черты лица были некрасивые, за исключением глаз, они были прекрасными, и их выражение, когда Павел не подпадал под власть гнева, было бесконечно добрым и приятным. Хотя фигура его обделена грацией, он имел некое достоинство, обладал отличными манерами и был всегда вежлив с женщинами. Все это делало особу Павла истинно изящной и легко обличало дворянина в нем и настоящего князя. Последующие поколения запомнили Павла как очень честного человека, но притом не очень умелого правителя. Современники вспоминали, что царь часто находился в подавленном состоянии, а среди вельмож чувствовали себя неуверенно, стесненно. И в такие минуты его лицо становилось даже немного подобострастным по отношению к тем, кто находился рядом.
Об этом своем недостатке Павел прекрасно знал. Он очень переживал, что выглядит не как истинный царь, потому срывался на окружающих, кричал, топал ногами. Это пугало и отталкивало. Наверное, такая черта характера российского императора сыграла свою роковую роль. Придворные не стремились поддержать его, боясь очередной порции брани и недовольства. В свое время про Павла было много анекдотов, где этот правитель выставлялся самодуром и тираном, импульсивным и недалеким царем. Поступки императора тоже были иногда нестандартными, не укладывались в обычные поведенческие рамки, тем самым давали повод усомниться в нормальности Павла Петровича. А вот в глазах простолюдинов, которые близко не видели государя, он был хорошим. Пример можно привести анекдот, когда Павел, увидев, что слуга несет за изнеженным щеголем офицером его шубу и шпагу, приказал им поменяться местами. То есть слуга стал офицером и дворянином, а бывший хозяин превратился в простого денщика. Конечно же, избалованный русский аристократ, услыхав анекдот, приходил в ужас, а вот простым людям этот рассказ казался забавным, а такой справедливый государь им очень нравился. Отсюда вытекала и основная причина конфликта между Павлом и другими аристократами. После смерти матушки новый император слишком ретиво взялся за дела. Он долго ждал своей очереди, хотел вникнуть во все сферы и все держать под контролем, но совсем забыл, что времена уже другие и методы управления давно не петровские. После 34 лет правления Екатерины все настолько привыкли к ее методике ведения дел, что поведение и тем более идеалы нового государя вызвали у дворян только одну реакцию – неприятие. Они и поспешили навесить ярлык ненормального на Павла. К тому же новый царь бросил вызов не только своим подданным, но и всем монархам Европы. В нем все видели сумасшедшего. Павел же просто вел свою тонкую игру, был кем-то вроде русского Гамлета. Эту игру современники не приняли, и уж тем более не поняли, и, видя перед собой лишь безумца, поспешили устранить инородного государя. Вернемся к внешности Павла. Хочется в итоге все-таки отметить, что самым прямым доказательством того, что Павел Петрович родился очень красивым, стали его дети. В браке с Марией Федоровной у Павла родилось 10 детей, 4 сына и 6 дочерей. Все они были внешне сильно похожими на отца, при этом очень симпатичными. Сыновья имели привлекательные и правильные черты лица, статные фигуры, а дочери считались чуть ли не самыми красивыми невестами во всей Европе. Так что если бы не отношение матери к своему первенцу и не эта болезнь, которая изменила внешность Павла I, кто знает, как сложилась бы его судьба. Может быть, если бы он был более уверенным в себе, несмотря на внешность, и умел расположить к себе окружающих, то не случилось бы этого заговора, и правили бы они с Марией Федоровной еще долго и очень счастливо. Для того, чтобы посмотреть и узнать еще больше интересных фактов неизвестной истории России, подпишись на канал и поставь лайк. Мы постараемся донести до каждого зрителя настоящую неизвестную историю России.